Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот сварочный аппарат. Сварочный аппарат от марки Hitbox. И модель у нас HBT 2000. Комплектов там есть уйма. Переходите по ссылке из описания к этому видео и смотрите. То есть мне приехал самый минимальный комплект с одним электродом. Можно купить с пачкой, то есть с 10 электродами. Можно купить со сварочными перчатками. Можно купить со сварочной, друзья, маской. Кому что нравится, кому что удобно. Итак, что нам приехало в комплекте? Ну, соответственно, сама инструкция. Инструкция довольно подробная, друзья. Вот, но нашел я один минус. В этой инструкции нет таблички скрытых настроек, которые я методом научного тыка здесь нашел. Сейчас веду переговоры с продавцом, но она меня там не понимает. Не знаю, если что-то найду, то обязательно либо выложу под видео в описании, либо сделаем отдельное видео. Итак, газовый шланг оснащен двумя хомутами. Конечно же, сам электрододержатель. Для бытовых нужд просто супер. Жесткая пружина, хорошие эти вот нарезки под электроды. Ну, а если вы профессионал, вы, конечно же, все это дело замените под себя. Вот такая вот сигарелка с кнопкой. Это уже не лифт. Здесь подъем дуги идет по кнопке. Значит, длина полностью шланг-пакета у нас идет от сих пор до разъема 4 метра. Ну, от чистого гибкого рукава, там, не знаю, 3,50, 3,70, что-то в этом роде получается. Ну, соответственно, с разъемом и с таким вот шлангом, который выходит, видите, из основного разъема. И подключение идет на быстросъеме, друзья. Прищепочка массы, очень классный и качественный, как всегда, кабель питания, то есть толстый и мягкий. Не знаю, что будет зимой мороз, но пока он супер мягкий. Ну и вот таким вот комплектиком, значит, было у нас 3 сопла. 4, 5, 6 номер у нас установлен. И 2, вот, вернее 3 цанги. 1, 1,6, 3,2. Ну и, как я уже показал, один электродик вольфрамовый. Серенький, друзья, серенький электрод. В магазине там, по-моему, электроды тоже продаются. Друзья, что сейчас с вами будем делать? Как всегда, по обычаю разберем данный аппаратик, посмотрим, что у него внутри, платы пролачены, не пролачены, все ли там цело, все ли там красиво. И потом пойдем, как говорится, варить. Эти кадры, друзья, сварки я уже отснял. Долго-долго я тренировался, 2 недели, поэтому я, опять же, не профессионал. Только учусь тихсваркой варить, поэтому сильно меня там не лажайте в комментариях за мои швы. Ну, пока что-то начало получаться, скажем так. Лицевая панелька нашего аппарата. И вуаля, наша плата. Плата аппарата. Очень все качественно, я вижу, выполнено. Есть, конечно же, местами не смытый флюс, но, в принципе, на работу он не повлияет. Вот так все, друзья, выполнено. Давайте попробуем бликануть лаком. Видите, как все блестит. То есть лака здесь тоже, друзья, немерено. Все отлично залито. Вот здесь у нас, видите, идет медная шина на плюсе. А с той стороны идет алюминиевая. Ну, сейчас я переверну, да покажу вам ту сторону. Задняя панелька у нас такая. Ну и вот, друзья, наша плата с этой стороны. То есть все доступно, в принципе, все видно. Сделано все шикарно и качественно. Опять же, все разъемчики у нас, видите, закрашены и залиты герметиком, дабы они не выскакивали при транспортировке, и да, и при работе, наверное, тоже. Стоит высоковольтный трансформатор, очень напоминает трансформатор строчной развертки телевизоров, кто помнит. Вот, и модельку я тут вижу. Он мне сильно напоминает
трансформатор. Мне попадался раз на свароге такой. BSH 8. N31. По-моему, так модель, да, правильно. Вот как все, друзья, у нас выполнено. Дросселя, трансформаторы, сборка. Все, как бы, можно сказать, на высоте. Ну и платка дисплея управления. Вот так все выглядит. Тоже, видите, сверху не смытый флюс у нас, черное пятно оставили наши друзья китайцы. Ну а так, в принципе, все, я бы сказал, красиво. И сделано, и спаяно, и собрано. Так, друзья, хочу показать первым делом вам скрытые настройки данного аппарата, которые я нашел и которых нет в инструкции. Если кто-то знает, что за настройки, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Итак, нажимаем вот эту кнопку, держим и включаем питание, друзья. Держим, не отпускаем, пока не появится буква П. P1. Вот, P01. Здесь порядка 20 настроек, друзья, которых я не знаю, а хотелось бы, конечно, знать. Поэтому, кто знает, пожалуйста, пишите в комментариях. Допустим, нам надо настройка P, давайте 0.1. У нас здесь 54 стоит. P0, допустим, 3. У нас прочерки, ну и так далее. Здесь только пару значений, остальные везде прочерки. Буквально 4, по-моему, пункта. Для выхода из этих настроек нажимаем кнопочку вот эту. Все, наш аппарат готов к работе. Итак, друзья, в сварке ТИХ у нас максимальный ток 200 ампер, минимальный 10 ампер. Переключаем на сварку MMI, то есть сварка электродом, максимальный ток 180 ампер, минимальный тоже 10 ампер. Также для сварки ТИХ у нас есть 4 такта и 2 такта. Здесь у нас, соответственно, написано Current, ток. Здесь мы видим ток. Если мы переключим, верхнее положение у нас настраивается от 0 до 10 спад тока. И ниже у нас настраивается постгаз. Тоже от 0 до 10. Будем варить вот такие нержавеющие пластинки толщиной миллиметр. Значит, сварим, попробуем в стык, внахлёст и вот так вот. Посмотрим, что у нас получится. Сразу предупреждаю, как я уже предупреждал, что я тигом варить не умею, только учусь. Вот наш аппаратик стоит. Ну что, будем пробовать. Вперед! Ну, вот что получилось, так сказать, непрофессионально. Ну, давайте едем дальше. Попробуем нахлёст, что получится. Итак, народ, вот так вот получилось. Ну и сейчас попробуем вертикально приварить. Где-то наша полоска, вот к этой вот полоске. Попробуем вот так. Сделал прихватки вот такие и решил показать, что будет без присадки. Ну что, погнали, попробуем.
Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот такой вот шов получился, друзья, без присадки. Итак, друзья, вышел я на улицу, так как в гараже не хочет фокусироваться. Посмотрим заодно на швы. Вот такой первый шов у нас, второй и вот третий шов без присадки. Просто красотень. Без присадки даже лучше варить, чем с присадкой. Ну, конечно, соединение будет не такое надежное. Ну и обратная сторона медали у нас без присадки вот так выглядит. И вот эти вот швы. Здесь есть небольшой провар, ну не до конца, тут маловато токов. Так, народ, теперь попробуем сварить такими же швами миллиметровую сталь и оцинкованную. Посмотрим, что получится. Значит, сварим в стык без присадки, а все остальное с присадкой попробуем. Итак, вот такой вот шов получился без присадки. Ну а сейчас мы сделаем два шва, и я покажу уже, как они получатся с присадкой. Ну вот так получился нахлест. Начало, видите, приподнимать пластину и немножко подгорать. Вот так, народ, получился этот шов с присадочкой. Сейчас я выйду на улицу и покажу на улице все три шва. Ну вот такие вот, ребята, швы у нас получились. Тут, конечно, не особо красиво, но опять же, видите, подниматься начал металл. Надо было его прихватить, наверное, хотя бы в 3 местах, и было бы все класс. Ну да ладно. Учимся, пока учимся. Ну и вот этот вот такой вот шовчик получился. Т-образный. Что у нас с той стороны? Вот так получилось. И здесь получилось вот так. Ну а сейчас попробуем что-нибудь толстое сварить. Как-нибудь, хотя бы один раз. Для примера. Итак, народ, к концу видео решил сделать сварку вот такой вот чернухи. 4 мм толщиной. Сварим ее в стык. И сварим, вот сделали прихваточки, нержавейку. То есть 5 мм к 2,5 мм толщины. Посмотрим, что да как получится. Погнали! Ну и вот так у нас, друзья, получились наши швы. Видите, провара нет. Провар примерно где-то до середины, наверное. Ну, для глубокого провара, я так думаю, надо было большие токи поставить. А так варили на 115 амперах. Ну и наша нержавейка. Ух ты! Вот такой вот получился шовчик. Ну что, народ, тестируем ММА сварку. Выставил 120 ампер. Буду использовать вот такие вот, друзья, электроды. Зелененькие, стандарт.
Значит, у нас здесь написано, что на нижнее положение 120-170 ампер. Решила поставить, как говорится, по минимуму. Электрод, напоминаю, 4 мм диаметром. Значит, приварим вот такую вот штучку в стык. И посмотрим, что получится. Ну, что-то примерно вот так. Это на минимальном токе 120 ампер. Что, давайте теперь попробуем приварить. Так, где наш кусочек? Что-то из этой области. Посмотрим, что да как получится. Сейчас я прихвачу и буду варить. Короче, остаток электрода. Сколько хватит, столько заварим. Ну и вот так, друзья, у нас получилось. Я считаю, как для меня не профессионала, это просто класс. 4 электрод, минимальный ток 120 ампер для нижнего положения. И вот так он шикарно варит. Если дать все 180, я думаю, он прожжет насквозь. Ну и вот этот шовчик. Все, друзья, на сегодня с обзором, так сказать, покончено. Еще в планах у меня одно интересное видео. То есть хочу я, друзья, сейчас я поверну камеру немножко. Хочу я, друзья, с этой сварочки сделать холодную сварку. Купил приставочку для холодной сварки. Приставка мне пришла, просто жду еще разъем, не приехал. Приедет разъем, посмотрим, сможем мы сделать с этой сварки холодную сварку, либо не сможем. Ну, а на сегодня все. Ссылка на аппарат, как всегда, в описании под видео. Всем здоровья, удачи. Пока-пока. Желаю, чтобы все.